Всем доброго дня. Итак, я собираюсь поехать по делам, но перед этим решила вам подарить один очень сильный, очень действенный, хороший ритуал. И пока вы будете смотреть, я поеду по делам. Вы знаете, что я работаю все время, даже когда отдыхаю. Потому как каждый день в моей жизни должен быть полезен человечеству. Итак, Замруд Куш. Куш в переводе с персидского означает «посланник». Персы считали, что птицы – это посланники богов. Но потом это слово очень хорошо обосновалось в тюркском языке и осталось там. Куш, хуш, что означает «птица». Зумруд Куш – изумрудная птица, или Симург Куш – птица Симург, древняя птица, легендарная птица Симург. Симург путают иногда с фениксом. На самом деле это совершенно разные сущности. Птица Гамаюн, называли так их славяне. Птицы, которые видят и говорят будущее, пророчат. Но в то же самое время они опасны, потому как они могут забрать душу человека, который им не понравился или вопрошает без уважения. Поющие птицы, сирены в греческой мифологии, которые своим пением так завораживали человека, что человек шел за ними и пропадал или тонул. Разные есть версии. Но в любом случае птицы, мифические птицы, посланники богов, играют огромную роль в мифологии, в теологии человечества. Сегодня я вас научу, как обратиться к птице, которого называли Замруд Куш. Изумрудная птица или птица судьбы. Но в то же самое время это птица Симург. Некоторые говорят, что слово «зумруд» немного деформированное слово, название Симург. Даже в Коране сказано о птице мифической, которая пророка Мухаммеда успела доставить с одного конца на другой конец света. То есть за мгновение. Быть может, это, скажем так, демоническая сущность, демоническая птица. Но это не важно. Важно то, что эта птица приходит на помощь, когда ее зовут. Во всех сказках, легендах, рассказах, эпосах, где птица доставляет человека с одного направления на другое и за что-то хорошее награждает, отдает свое перо и говорит: когда я понадоблюсь, сожги это перо и прочитай. Так вот, вам нужно будет найти перо любой пернатой, то есть любой птицы, любого пернатого, но летающей, летной птицы, не домашней, кроме ворона. Перо ворона здесь не подходит. Подходит перо голубя, подходит перо сороки, что угодно, но не ворон. Ну и не ворон, естественно, имею в виду. Так вот, нужно сжечь это перо. Не обязательно говорить, пока перо горит. Перо может сгореть. Рядом поставьте емкость, чтобы вы могли сразу же туда положить это все. То есть, чтобы пальцы, да, не сгорели вместе с пером. Сожгли перо и читаете 7 раз, призывая Зумруд Куша. И я вам скажу, в каком месте вы должны попросить свое желание. Вот у вас, например, вы идете по каким-то делам, ну, едете в банк, предположим, вот вы уже отдали все документы и прочее, должны рассмотреть, и вы переживаете. Начитайте на желание, попросите у нее помощи и идите. И, скорее всего, по всей вероятности, если все сделаете как нужно, вам одобрят кредит или что-либо еще. Хотите купить что-то со скидкой, но переживайте, а вдруг не получится. Начитайте и идите. Вам обязательно встретятся люди, которые согласятся продать вам со скидкой то, что вы хотите купить. И это не только связано с покупками. Например, вас должны позвать
на ковер, да, на разборки, на разговор очень важный. Начитайте на перо птицы, попросите, чтобы все прошло гладко, и вас не уволят, и так далее. Заговор я вам прочитаю на армянском языке, поскольку это древний язык, и он очень сильный, и призывы Замрут-Куша очень много было именно на армянском языке. Конечно, оно было как сказка в образе, да, легенды, сказки о том, что вот некая птица помогала героям этих сказок в каких-то трудных ситуациях. И примерно там сказано, каким образом ее звали и как просили о помощи. Но на основе всего этого составлен мой заговор на армянском языке. Заговор будет внизу. Я прошу тех, кто знает язык, любой, на котором я передаю вам работы, не писать внизу, потому что ритуал должен быть сохранен, написан, составлен грамотно. А если вы торопитесь, то он будет просто в интернете в таком сыром варианте, понимаете? Непонятно, кого звать, кто он был, зачем, почему. Просто заговор – это ни о чем. Поэтому имейте уважение, терпение, ждите, пока мы, собственно говоря, сами выставим этот заговор. А в течение нескольких дней я навсегда печатает. Итак, я произношу так, как нужно. Вы можете читать некоторые буквы, некоторые звуки, естественно, нет их в русском языке, поэтому вы можете произносить, как вам удобно. Это не так страшно. Замрут-Куш, Бахти-Куш, Բարի-Կուշ, 7 սարից, 7 քարից, 7 անտառից, կանչում եմ քեզ, խնդրում եմ քեզ, ասում եմ քեզ, արի ինձ մոտ, թռիր ինձ մոտ, շտապիր ինձ մոտ, տուր ինձ այն, ինչ ես ցանկանում եմ. Тут говорите желание, говорите как можно понятно, как можно как бы исчерпывающе. Вот, помоги мне, пожалуйста, в том и этом. Говорить желание можете на каком языке угодно. Йод дев ինձ վկա, йод Քար ինձ վկա, 7 սար ինձ վկա, ինչ ցանկանում եմ, ինչ խնդրում եմ, հուշի թևով, կամ ու ուժով, հին ուժերով պիտի կատարվի, այդպես լինի։ Еще раз. Զմրուտ-Կուշ, Բախտի-Կուշ, Բարի-Կուշ, 7 սարից, 7 քարից, 7 անտառից, կանչում եմ քեզ, խնդրում եմ քեզ, ասում եմ քեզ, արի ինձ մոտ, թռիր ինձ մոտ, շտապիր ինձ մոտ, տուր ինձ այն, ինչ ես ցանկանում եմ։ Говорите ваше желание. 7 դև ինձ վկա, 7 քար ինձ վկա, 7 սար ինձ վկա, ինչ ցանկանում եմ, ինչ խնդրում եմ, ղոշի թևով, քամու ուժով, հին ուժերով, պիտի կատարվի, այդպես լինի։ Еще раз давайте прочитаем. Какой красивый пейзаж, прям достоин кисти художника, согласны? Особенно облака. Так, читаем еще раз. Вам нужно читать 7 раз. Զմրուտ-Կուշ, Բախտի-Կուշ, Բարի-Կուշ, 7 սարից, 7 քարից, 7 անտառից, կանչում եմ քեզ, խնդրում եմ քեզ, ասում եմ քեզ, արի ինձ մոտ, թռիր ինձ մոտ, շտապիր ինձ մոտ, տուր ինձ այն, ինչ ես ցանկանում եմ։ Желание говорите. 7 դև ինձ վկա, 7 քար ինձ վկա, 7 սար ինձ վկա, ինչ ցանկանում եմ, ինչ խնդրում եմ, ղուշի թևով, քամու ուժով, հին ուժերով պիտի կատարվի, այդպես լինի։ Хочу вам сказать, что заговоры на древних языках очень действенны. И даже если вы по крови совершенно иной нации, заговоры на древних языках очень быстро срабатывают и работают у людей совершенно разных национальностей. Поэтому я вам дарю, поскольку энергия языка немаловажна, мои ритуальные практики. Всем удачи и всех благ.